Всем привет, друзья! С вами Эмиль Гарипов, и сегодня мы пошагово рассмотрим установку и настройку Telegraph, InfluxDB и Grafana для последующего мониторинга сетевых устройств. InfluxDB– это база данных временных рядов с открытым исходным кодом, разработанная компанией InfluxData. Она написана на Go и оптимизирована для быстрого и высокодоступного хранения и извлечения данных временных рядов, что позволяет использовать ее в таких областях, как мониторинг операций, метрик приложений, данных, датчиков интернета вещей и аналитики в реальном времени. Telegraph– это серверный агент, использующий плагины для сбора и отправки метрик и событий из различных систем, IoT-датчиков и баз данных. В нашем случае это будет InfluxDB. Grafana– это пакет для визуализации данных мониторинга. Она позволяет запрашивать, визуализировать, оповещать и понимать метрики, независимо от того, где они хранятся. Для большего понимания я взял схему, которая хорошо иллюстрирует, как эти три инструмента работают вместе. Telegraph собирает данные из сетевых устройств и отправляет их в InfluxDB, а Grafana будет все эти данные визуализировать. В первую очередь нам надо установить InfluxDB. Для этого открываем браузер и вбиваем в поиске install influx. Нам открывается страничка со ссылкой на сайт docs.influxdata.com, куда мы и переходим. На сайте находим графу Installing, кликаем ее и попадаем на страницу установки InfluxDB. Так как я буду устанавливать базу данных на Ubuntu сервер, на сайте я нахожу нужную мне информацию, как это можно сделать. Следуя инструкции, в первую очередь мне нужно добавить репозиторий InfluxData. Для этого я копирую строки и вставляю их в терминал. Первой строкой импортируем apt-ключ. Следующими двумя строками я добавляю непосредственно репозиторий InfluxData для установки последней стабильной версии. Затем мы непосредственно переходим к установке базы данных. Для этого на сайте я нахожу инструкцию. Первой строкой мы осуществляем установку базы данных. Я ее копирую и вставляю в терминал. Ждем установки. Все, готово. Теперь нам нужно запустить сервис следующей строкой. Копируем ее и вставляем в терминал. Все, сервис запущен. Далее командой sudo systemctl status influxdb проверяем статус нашей базы данных. Видим, что база данных активна и работает. Следующим шагом мы настраиваем только что установленную базу данных. Для этого мы возвращаемся на сайт и находим строку Getting Started. Нам открывается страничка с инструкцией по созданию базы данных. Первой строкой influx-precision RFC 3339 мы подключимся к вновь созданному серверу базы данных по порту 8086. Копируем строку в терминал и жмем Enter. Видим, что мы успешно подключились к серверу базы данных. Далее приступаем непосредственно к созданию базы данных. Для этого копируем следующую строку Create Database в терминал и даем название нашей базе данных. В нашем случае это Telegraph. Командой Show Databases проверяем нашу базу данных. Копируем ее в терминал и видим, что наша база данных под названием Telegraph успешно создана. Далее нам необходимо создать пользователя для нашей базы данных. Для этого переходим во вкладку Authentication and Authorization. Кликаем по ссылке User Management Commons и видим, что у нас есть две опции создания пользователя базы данных. Это администратор и обычный пользователь. В нашем случае мне достаточно создать обычного пользователя. Я копирую строку из раздела Non-Admin User Management и вставляю ее в текст. Для нашей базы данных я использую имя пользователя Telegraph с паролем devnet. Затем
командой showUsers я проверяю только что созданного пользователя. Видим, что у нас есть пользователь под названием Telegraph. Теперь переходим к установке Telegraph. Для этого я открываю страницу с документацией и кликаю по ссылке Install. И нахожу раздел Install and Start the Telegraph Service. Первой строкой, скопированной в терминал, устанавливаем Telegraph. Ждем окончания установки. Готово. Следующей строкой запускаем сервис Telegraph. Готово. Далее командой system ctl status telegraph проверяем статус Telegraph. Видим, что Telegraph у нас активен и работает. Следующим этапом мы переходим к установке Grafana. Для этого я открываю браузер и вбиваю в поиске Install Grafana. Открывается страничка со ссылкой на сайт установки Grafana. Так как у меня Ubuntu сервер, я кликаю по ссылке Install on Debian/Ubuntu. На сайте Grafana находим Install from apt repository и копируем строки из раздела Install the latest stable release для установки последней стабильной версии Grafana. Первой строкой устанавливаем транспорт через HTTPS. Копируем в терминал. Ждем окончания установки. Следующей строкой устанавливаем wget. Копируем строку в терминал и ждем окончания установки. Далее добавляем GPG-ключ для репозитория Grafana. Для этого копируем строку в терминал и ждем окончания установки. Готово. Затем добавляем непосредственно репозиторий Grafana. И в конце обновляем списки пакетов для обновлений. После этого устанавливаем Grafana. Теперь нам нужно запустить сервис. Для этого в документации находим раздел Start the Server и пошагово копируем строки из инструкции. Сначала нам надо перезапустить демон. Готово. Затем запускаем. Следующим шагом проверяем статус сервиса. Видим, что сервис активен и работает. И последнее. Нам нужно настроить Grafana, чтобы она запускалась при загрузке. Готово. Остался последний этап. Это настройка Grafana для получения данных из базы данных InfluxDB. Для этого мы переходим на сайт документации и кликаем Getting Started. Видим, что в браузере вводится адрес localhost с портом 3000. Копируем строку в браузер. Так как мой сервер Grafana имеет IP-адрес 192.168.32.64, то вместо localhost я ввожу его. Готово. Попадаем на страницу Grafana. Теперь нам нужно ввести имя пользователя и пароль, который по умолчанию является admin. Логинимся. И нас просят поменять пароль на новый, что я и делаю. Сохраняемся и попадаем на главную панель Grafana. Теперь нам нужно добавить InfluxDB в качестве источника базы данных. Для этого кликаем на Add Data Source и выбираем InfluxDB. В поле URL вводим IP-адрес и порт базы данных. В нашем случае HTTP 192.168.32.64 и порт подключения 8086. Далее в поле Database вводим название базы данных, Telegraph, имя пользователя, Telegraph и пароль DevNet. Кликаем на кнопку Save and Test и ждем. Все отлично. База данных синхронизировалась с Grafana. Спасибо за просмотр этого видео. С вами был Эмиль Гарипов. Мы с вами разобрали установку и настройку Telegraph, InfluxDB и Grafana для последующего мониторинга сетевых устройств. До следующих встреч!